Третий день, третий и, наконец-то, последний моб в голосовании за мобов в 2023 году. Это было необычно. В прошлом ролике я предположил то, что, скорее всего, третий моб — это пингвин. Так оно и получилось. Пингвин может стать частью Майнкрафта, если, конечно же, вы за него отдадите свой голос, и он победит. Но перед этим лучше вам ознакомиться с тем, что же он из себя представляет и какие новые вещи он добавит в Майнкрафт. Всего лишь 50 секунд. Приятного просмотра. Крошка Йенс, ты идешь? Нам лучше поторопиться, потому что я не хочу пропустить голосование. Будем надеяться, что новые мобы не будут враждебными. Что это было? Подождите, это пингвины! Смотрите, там даже есть детеныш! Пингвины живут в биоме каменистый берег, и они очень дружелюбны. Так что не пугайтесь, если они подойдут поздороваться. Пингвины немного неуклюжи на суше, но они великолепно плавают. Пингвины также могут помочь вашей лодке плыть быстрее, что мне сейчас очень пригодится. Извините, пингвинчики, как вы думаете, сможете ли вы мне помочь добраться до Майнкрафт Лайв вовремя, чтобы успеть на голосование за мобов? Очень милый моб. Как по мне, это самый милый и красивый моб из всех предоставленных на голосование. Особенно то, что у них есть вот эти красивые и пышные брови. Но все же про него нужно рассказать чуть больше и разобраться, что же он умеет на самом деле. Скорее всего, начнем мы с места его обитания. Когда я вчера предполагал о том, что третьим мобом может оказаться пингвин, я почему-то сразу подумал про биом ледяные пики, или как минимум какой-то заснеженный биом. Но все оказалось ровным счетом наоборот. Эти пингвины будут появляться только в биомах каменистого берега. Если кто вдруг не знает или забыл, как он выглядит, то это, грубо говоря, песчаный берег только из камня. Ничего против этого биома не имею, но почему-то, когда я думаю про пингвинов, я сразу же представляю их в каком-то заснеженном месте. Насколько я понял, пингвины, которые нам продемонстрировали разработчики, это золотоволосый пингвин. У них как раз пышные брови, как было показано в анонсе. Но пингвины, которые живут в теплых условиях, это галапагосские пингвины. Они тоже имеют вроде как эти пышные волосы у себя на голове. Теперь поговорим по поводу их поведения. Как заявила сама Агнес, они достаточно неуклюжи на суше, но великолепно умеют плавать в воде. То есть, скорее всего, большую часть времени они будут находиться на суше. Грубо говоря, спать и греться на солнышке, а как только будет подходить игрок, будут мигом прыгать в воду. Они так же, как и предыдущие мобы, имеют дружелюбный характер. Сомневаюсь, что разработчики добавят им нейтральность. Еще важно подметить, что только у этого моба есть детеныш. То есть, Агнес таким образом подтвердила, что мы сможем их размножать. Можем быть в этом уверенными. Мне прям бы очень хотелось увидеть детеныша этого пингвина в Майнкрафте. Хочу напомнить вам о своем телеграм-канале, в котором вы можете следить за последними новостями, связанными с Майнкрафт Лайвом. Ссылка в описании и в закрепленном комментарии. Наверное, стоит поговорить про его уникальную фишку, которая появится вместе с ним, если вы за него проголосуете. Если честно, я очень расстроен. Пингвины ультра милые, но, как по мне, ультра бесполезные. Все, что они делают, ускоряют вашу лодку. В Майнкрафте уже существует дельфин. Если вы находитесь достаточно близко к нему, то он накладывает эффект дельфинья грация. В Bedrock издании Майнкрафта игрок просто получает ускорение без эффекта. Признаюсь честно, что я почему-то думал, что этот эффект распространяется и на скорость лодки. Но, как оказалось, это работает только когда игрок находится в воде. То есть можем предположить, что разработчики решили добавить эффект пингвинья грация. Только в этот раз эффект будет срабатывать не под водой, а над, когда игрок будет находиться в лодке. С одной стороны, это, конечно, удобно, но если сравнивать с остальными участниками этого голосования, пингвин действительно находится не в лучшем положении. Еще мне бы хотелось немного затронуть тему того, когда в ролике Агнес уронила свой фонарь и пингвин доблестно помог ей вернуть его обратно. Конечно, мы можем построить догадки о том, что они будут противоположностью дельфинам, которые наоборот только разбрасывают в разные стороны все твои вещи. Но мне кажется, это опять же сделано только для демонстрации того, насколько дружелюбны эти животные. Завтра, а когда вы смотрите это видео уже сегодня, нас ждет заключительный ролик, в котором мы узнаем, успеют ли наши крошки на Майнкрафт Лайв. Что-то мне подсказывает, что да, но не без помощи четвертого участника. Кто-то должен их будет забрать и отвезти на шоу. За кого же я отдам свой голос, я полностью определился, но расскажу про это в заключительном ролике уже завтра. Так что ждите. Как вам пингвин? Понравился ли визуально и будете ли вы за него голосовать? Напишите в комментариях. Интересно узнать, что вы думаете. Ждем заключительный ролик, а пока можете посмотреть вот эти. Они тоже очень интересные. В описании есть плейлист, который посвящен всем видео с темой Майнкрафт Лайв 2023. Можете посмотреть. Подписывайтесь, ставьте лайки и жмите на колокольчик, и как всегда, еще услышимся.